Итак, ну, что сказать. Девки хотят замуж. Будем выдавать их замуж. Замужество – это как крепость. Кто снаружи стремится внутрь зайти, а кто внутри хочет оттуда слинять любыми способами. Это где-то рутина, это бытовуха, это большой труд, чтобы сохранить брак, не устать друг от друга, не разочароваться. Это непросто. Поэтому, если хотите моего мнения, я бы вам посоветовала заплести русу косу и сидеть дома. Но раз вы очень хотите замуж, ну что теперь делать? Будем выдавать вас замуж. Замуж будем выдавать девушек. Почему? Есть и счастливые браки. Кто сказал? Есть очень счастливые браки. Но любой брак рано или поздно, ну как бы сказать, приедается. Слишком, устаешь. В любом случае, жить в семье – это одно, жить одно – это другое. Любовь, морковь. Иногда рассматриваешь мужчину уже как угрозу, потому что уставшая, постирала, помыла, все это всех покормила. Идешь, ложишься поспать, а тут, оказывается, еще что-то там надо. Но некоторые хотят этого. Есть и очень семейные женщины, не спорю. Короче, не будем рассуждать. Хотят замуж, пущай выходят. Я несколько работ уже вам дарила касаемо замужества. Давайте еще один подарю, основанный на более древних традициях. Работа, заговор, естественно, мой, но традиция, вот эта вот обрядность, она из Древней Руси. Рабочая очень, как и все работы. Просто надо правильно делать. Значит, что надо вам делать? Во-первых, баня. Не темное время суток, до 12 ночи. Не вздумайте в баню ходить ночью. Ночью банник принимает темных духов, в общем. Так называемую нечисть. Называемую. Потому что темные духи – это не нечисть, но тогда всех обобщали все вместе, да и сейчас. Все, что вне религии, все плохое. Для некоторых. И поэтому после 12 это очень опасно идти туда, тем более купается там часто его жена, абдериха называется. Почему так? Обдирает кожу с человека. Может кипятком, значит, ошпарить. Очень злая баба. Некоторые ее видели. Одна женщина рассказывала, что, значит, затопила баню, все, там все искупались, и в конце, как всегда, мать в конце идет, уже всех искупала, все убрала, всех покормила. Легли спать, она решилась пойти в баню. Хотя бабушка говорила, что нельзя ходить ночью в баню. Так она собралась и пошла. И подошла к окну, значит, предбанника. И увидела там мужика такого волосатого, огромного, и женщину, очень некрасивую, с висячей грудью, жуткую такую, женщину такую неопрятную. И она сначала разозлилась, подумала, что, может быть, соседи какие-то, мало ли, там приезжали иногда, как дача, значит, рядом с ними находились. Вдруг они без ее ведома, может, у мужа попросились и пришли париться. Значит, попариться, неправильно. Разозлилась и подошла, открыла дверь, а там никого. Посмотрела по сторонам, баню открыла, никого. И когда, значит, повернулась обратно в сторону вот этого вот предбанника, там рядом, это помещение, там, значит, со стола с грохотом что-то упало. Ковшик или что он там лежал. И она испугалась и не пошла. Вот так ее предупредили все-таки. Предупредили, может, ради бабушки, которая до них
жила и была хозяйкой этого дома, потому что она к ним, видимо, относилась с уважением, поэтому они и не трогали. То есть не тронули внучку. Но будьте осторожны, много таких случаев. Мой бывший свекор, отец моего законного некогда супруга, с любовницей угорели в бане ночью. Вот такая была позорная смерть. Ну, потому что их вытаскивали моя свекровь бывшая и муж той бабы. Они их вытаскивали голышом, оттуда вытаскивали. Они ночью там остались, и, ну, может, пьяные были, не знаю все подробности, но то, что они угорели, именно ночью пошли туда в баню по своим делам, хотели тайком, чтобы пронесло, а умерли, и все узнали, что у них была связь. Так что да, учтите. Так. Итак, баня. Значит, натопить надо баню. Я сказала затопить. Натопить. Не обращайте внимания, я устала. У меня сегодня просто очень устала я. Очень. Чук, я очень устал. Итак, надо, чтобы перед вами мылся мужчина. Ну, перед тем, как вы зайдете, должен мужчина там помыться. Ну, если тот мужик, который вас не берет замуж, пускай он тоже помоется, ничего страшного. Но мужчина должен помыться. Может, брат, отец. Ну, если у вас есть баня, вы ходите, вот есть у вас банный день. Сделайте так, чтобы сначала один мужик помылся. Вы потом, после вас тоже должен помыться мужчина. А можете попросить, договориться, там, муж сестры, муж подруги, просто друг хороший, с которым вы в хороших отношениях, но просто друзья, мало ли. Попросить, не объясняйте подробности, говорить, надо, чтобы 2 раза ты помылся в бане, до меня и после. Значит, он помылся, вышел, вы приносите, наливаете воду, ставите, чтобы оно грелось. В 3 этих, что там, тазиках или, да, тазы лучше поставьте. Можно ведра, но лучше 3 тазика таких, 3 таза. Ставите воду, оно греется. Над каждой водой читайте и умывайтесь. Вы можете искупаться сначала, попариться, и в конце вот с этими тазиками провести и выйти. То есть, потому что эти тазы могут не хватить, чтобы вы искупались.